Привет, дорогие друзья! Сегодня я покажу, как делать серьги-кисти из ниточек, которые ранее были очень популярны. Ну и сейчас на них хороший спрос, особенно летом. Я сама люблю эту модель сережек. Они делают лицо более нежным и еще более привлекательным. И выполнить их совсем несложно, имея под рукой правильные нитки и хорошую фурнитуру. Я часто пользуюсь либо корейской фурнитурой, либо фурнитурой с фианитами, как Milano Lux. Сегодня мне понадобятся колпачки в виде корон. Их размер 13 мм, и ссылочку на магазин, где их можно приобрести, я оставлю в описании. Там же можно приобрести и швензы. И немного о ниточках. Это первый вариант ниточек, который я использую. Это вискозный шелк производства Индии. В них есть такие яркие насыщенные цвета, красивый блеск, но есть один недостаток. Структура самой нити довольно-таки витая, и кисточки из них получаются не идеально гладкими. А это также вискозные ниточки, самые идеальные на мой взгляд. Сегодня я буду работать лиловыми ниточками, а также мне понравится паспорт, либо же небольшой блокнотик. А далее начинается самое интересное. Нужно сделать 800 витков. Это количество идеально подойдет для колпачка диаметром 13 мм. И обратите внимание, что эти ниточки, второй вариант, который я сейчас постоянно использую, они довольно тонкие. Это вискозные нитки для вышивания, они называются Анна. Они имеют идеальный блеск, и когда их выравниваешь, они просто гладкие, как шелк. Ссылочку на них я также оставлю в описании. Далее я подбираю капроновую нить, чтобы не скользила, примерно похожие в тон основной нитки, все равно ее видно под колпачком не будет. Отматываю до метра нити и слаживаю ее вдвое. Провожу ее под намоткой основной нити посередине и фиксирую узелками. Вот почему мне очень удобно пользоваться вот таким паспортом, нежели блокнотом, потому что блокнот не согнешь и очень тяжело просовывать нить. Обращаю внимание, что нить нужно затягивать плотно, несколькими узелками, так как вся фиксация именно в этой модели нити с такой фурнитурой будет проходить только лишь по центру кисти. В других моделях сережек, кисточек я делаю по-другому фиксацию, двойную, там, где колпачки более глубокие, либо же выполнены самостоятельно в технике бисероплетения. С оборотной стороны обрезаю нить по центру. Нить, которую я завязала по центру, имеет короткий край около 10 сантиметров и длинный. Вот длинный край я беру и обвиваю центр где-то до 10 раз, и каждый виток хорошо-хорошо подтягиваю. Затем надежно фиксирую узелками. Мне очень нравятся эти вискозные нити. Они, во-первых, имеют большую бобину, там около 3000 ярдов. С нее можно выполнить около 10 сережек, кисточек. Тогда как из первого варианта индийских нитей я делала лишь 2 пары кисточек. И по стоимости эти две модели нити практически не отличаются. Далее я буду вводить кисть в колпачок. Для этого мне понадобится пин с петелькой на конце. Я немного разжимаю эту петельку круглогубцами, и ровным концом пина я прохожу под ниточками, которыми намотан центр. Пин может немного погнуться, так как кисть зафиксирована очень надежно, очень плотно, но это совсем не проблема. Далее мне нужно сквозь приоткрытую петельку просунуть намотку. Вот наглядный пример того, что я пин вела немного косо и глубже, чем нужно. Но это также не проблема. Я хочу вам показывать работу с разных сторон, чтобы не казалось, что у меня всегда все выходит идеально. Все, затем круглогубцами фиксирую петельку, зажимая ее. Одеваю колпачок и проталкиваю, к примеру, вот беру круглогубцы, проталкиваю кисть вовнутрь
надавливая на намотку. Затем откусываю лишнюю длину пина, оставляя около 1 сантиметра и делаю петелечку. Вот так выглядит кисть на данном этапе. Все ниточки надежно зафиксированы. И далее я буду ее выравнивать. Это я буду делать под паром кипящего чайника. Только будьте аккуратны. Руку прячьте в прихват, вот в рукавичку, закрываете ею фурнитуру все, и чтобы пар попадал только на сами нитки. И в течение 3 секунд нитки станут идеально ровными. Посмотрите, какая красота получилась. Далее кисть мне нужно сделать ровным. Для этого беру небольшой отрезок бумаги. К примеру, длина кисточки мне нужна 7 сантиметров, а ширина может быть до 10 сантиметров, и формирую такую как трубочку. Так будет легче замотать кисть в бумагу. Кисть внутри должна быть ровной, и бумагу нужно заматывать плотно. Нужно плотно придерживать край бумаги и захватывая небольшое количество нитей острыми ножничками, мы отрезаем всю кисточку лишнюю. Если ножницами вы будете захватывать большое количество нитей, то как бы плотно вы не держали бумагу пальцами, кисть внутри нее сдвинется и край будет неровным в итоге. Друзья, напишите, нравятся ли вам сережки-кисточки, носите ли вы сами такие серьги, либо же сами их создаете. Интересно, как вы выравниваете кисти. В следующем мастер-классе я покажу другой вариант сережек-кисточек с плетеными колпачками, и там уже фиксация нитей тоже будет немного другая. Итак, кисть готова. Теперь можно соединить сразу же застежку, а можно немного поэкспериментировать с различными коннекторами. Мне больше нравится с металлической бусиной, ее диаметр 1 сантиметр. Нанизываю ее на пин с петелькой. Одну петельку я креплю к кисти, а другую петельку с другой стороны бусины я прикреплю к швензам. Вот такая красота получается. Очень мне нравятся эти сережки, так как они в образе довольно игривые, женственные, нежные. Их можно выполнить в любом цвете, под любой наряд. И еще раз обращаю внимание, что нити зафиксированы очень надежно. Если дергать за нитки, они не выпадут, но если, конечно же, не прикладывать больших усилий. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь, комментируйте, буду очень рада вам. А еще будет здорово, если вы будете делиться моими мастер-классами со своими друзьями, знакомыми, которые увлекаются ручной работой. Для меня это большая мотивация на создание следующих видео. А также не забывайте переходить на мой канал, это кружочек с птичкой под видео. Заходите во вкладку видео, там очень много мастер-классов. Пока!